В США, от Трусовой и Косторной. Их глупые решения только помогли королеве Анне Щербаковой выиграть все. В минувшем сезоне главным конкурентом команды Этери Тутберидзе негласно считали школу Евгения Плющенко, но весной 2021 года Алена Косторная и Александра Трусова вернулись в родной Хрустальный, и конкуренция сама собой сошла на нет. Однако диванные войска с американского форума Reddit пока не спешат отказываться от любимого шоу «Тутберидзе против Плющенко», продолжая наслаждаться послевкусием любимого лакомства минувшего сезона. Так, накануне заокеанские поклонники фигурки попытались разобраться в причинах, которые заставили Трусову и Косторную вначале эффектно уйти от Этери, а затем громко вернуться. Болельщики более прагматичного склада ругают родителей фигуристок и пеняют в сторону юношеского максимализма самих спортсменок. В следующем сезоне тандем Трусова-Тутберидзе объединит одна цель – золото Олимпиады. Саша и Этери – максималистки, что им до каких-то мелких недоразумений, когда на кону судьбоносные старты. Тутберидзе безусловно понимает, что если Трусова прыгнет 5 четверных за одну программу, то легко победит и Валиеву, и Щербакову, а проиграть Олимпиаду для Тутберидзе немыслимо. Ее желание вернуть Трусову в свою команду – это олимпийская страховка. Теперь забрать у Этери золото Пекина просто некому. Откровенно говоря, уже сегодня можно поздравлять Тутберидзе с победой. Что касается Косторной, тут все проще. Алена уходила из Хрустального не вследствие обдуманного решения, как это сделала Трусова, а руководствуясь исключительно эмоциями. Алене было тесно на льду, ей не нравилась музыка, и вообще хотелось покапризничать. Обвинять в этом ребенка сложно, тем более, что ветер перемен сделал свое дело, и Алена быстренько вернулась. Ее возвращение кажется абсолютно логичным, так как изначально было понятно, что причин для ухода не было. Комментарии американских поклонников фигурки на страницах Reddit. Что касается Саши, я не уверена, что решение принимала она, наверное, ее отец. На прошлогоднем розыгрыше Кубка Ростелекома родители Саши были крайне грубы, мама оскорбляла всех потенциальных соперниц Саши, во время их выступления, особенно Японок и Женю, а отец неоднократно повторял, что если Саша проиграет, они меняют тренера. Логично, что после того, как Саша заняла 3-е место на чемпионате мира, они решили покинуть команду Плющенко. Что касается Алены, то это была комбинация различных микропричин, таких как уход Розанова, к которому она была очень привязана. Также она нервничала из-за того, что не смогла восстановить тройной аксель, в то время как Анна вернула свой четверной флип, все это в сочетании с гормональными изменениями. Не думаю, что Трусова останется с Этери после этого сезона. Просто у меня такое чувство. Я уже вижу, как она пытается перейти к Рафу или к Мишину. Это позор, потому что в этом году ее катание сильно улучшилось. И похоже, она действительно процветала. Родители Саши, думаю, не могли понять, как их дочь, обладая невероятным техническим потенциалом, с таким трудом поднимается на подиум. Поэтому они хотели попробовать другую школу. Возможно, в новой тренировочной среде они узнали что-то ценное для себя. Что такого неловкого в том, чтобы попробовать что-то еще? Трусова всегда говорила, что у нее нет абсолютно никаких проблем с Тутберидзе. Она сказала, что просто хочет пробовать новое. Думаю, речь шла о возможности прыгать 5 квадроциклов. Папа Трусовой занимается ее карьерой. Похоже, это было в основном его решение. На мой взгляд, уход Алены был эмоциональным. Она была расстроена переполненными катками и выбором музыки. Это было быстрое и импульсивное решение. Я слышал, что ее мама была недовольна решением дочери. Но через несколько месяцев Алена забеспокоилась о своем прогрессе и вернулась обратно. До Плющенко отец Саши обращался еще к другим тренерам. Раф подтвердил, что был одним из них. Интересно, кто такие другие? Я бы предположил, что Мишин был одним из них, но он отказался от возможности тренировать Сашу. Я думаю, что многим тренерам, особенно в России, не нравится, когда родители фигуристов так сильно вмешиваются в тренировочный процесс.
Решение Алены, мне кажется, было обыкновенной паникой. Мне кажется, Саша думала, что если ей разрешат больше тренировать четверные, чем в самбо-70, то она сможет сделать их чистой на соревнованиях. Однако, когда она начала тренироваться столько, сколько хотела, пошли травмы. В конце концов, поражение от Туктамышевой на чемпионате мира стало последней каплей. Если бы она выполнила 5 четверных на чемпионате мира, то осталась бы у Плющенко. После 12-го места по итогам короткой программы, думаю, ее отец просто запаниковал. Что касается Алены, то все было очень спонтанно и торопливо. Возможно, они поссорились с Этери, и Алена просто приняла импульсивное решение. Возможно, ее отец запаниковал в прошлом году, поскольку появилась Камила, которая планирует вытеснить Алену, Анну или Сашу с подиума на чемпионате России 2022 года. И Саша будет постоянно третьей. Для Саши ее отец авторитет в фигурном катании. Он был тем, кто настаивал на том, чтобы она выполнила 5 четверных в свободном режиме, а Этери продолжала идти против его желаний. Также ее уход был связан с недостаточным вниманием со стороны самой Этери. Что касается Алены, то мы слышали, что Розанов сказал ей, что у нее будет много новых вещей, которые Этери не могла ей предложить. Саша была королевой в юниорах, но в старших классах успехов не было. Она получила бронзовое проклятие и проиграла Ане и Алене на важнейших соревнованиях. У них с Этери также были разногласия по поводу количества четверных прыжков в произвольной программе. Саша хотела сделать все, а Этери хотела ограничить количество четверных, чтобы кататься чище. Плющенко пообещал им лучшие условия и большую свободу. Раньше любимым тренером Алены был Сергей Розанов, и когда она не смогла вернуть себе тройной аксель в межсезонье прошлого года, она запаниковала и последовала за ним. Это Плющенко очень сильно напортачил, и очевидно пообещал гораздо больше, чем мог дать. Они не были лучшими в хрустальном, поэтому вполне естественно, что они могли спросить. Если кто-то может дать нам больше, то почему бы и нет? Вы не узнаете, зеленее ли трава на другой стороне, пока не пойдете на эту сторону. Они ушли, попытались, но увидели, что это не так, и вернулись. На мой взгляд, совершенно разумное поведение. Возможно, в случае с Аленой она немного запаниковала. Люди нагадили на подростков за то, что они сделали выбор, который, по их мнению, принес им наибольшую пользу. Это просто смешно. Мы не должны судить их. Да, я тоже этого не понимаю. Они пробовали, не вышло. Они вернулись. Саша всегда общалась уважительно, а драма Алены с Этери, видимо, уже осталась позади. Все бьют Плющенко, но он нашел деньги для девочек и не забрал их, когда девочки ушли. Он публично заявил, что вся команда ангелов будет болеть за Сашу на Олимпиаде. Я не думаю, что Тутберидзе когда-либо сделает то же самое. Просто говорю. Я считаю, что их глупые и импульсивные решения только помогли королеве Ане Щербаковой, которая наконец-то нашла себя и завершила сезон непобежденной. И я считаю, что они обе вернулись, как только поняли, что у Этери куча новеньких девушек, которые могут очень легко покорить олимпийский подиум. Они запаниковали и бросились к ней.